Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня предлагаю вам связать очень красивую, интересную повязку на голову крючком. Повязка вяжется очень просто и очень быстро. Поэтому даже тот, кто только учится вязать крючком, может связать себе такой аксессуар. Я связала себе повязку, показала всем своим подругам, родственницам, и сразу все захотели, чтобы я связала им точно такую же повязку, но только в разных цветовых вариантах. И я приступаю к работе. Повязка вяжется очень быстро, только буду использовать пряжу другого цвета. Эту повязку я вязала из пряжи Alize Bursum Classic. Это чистый акрил, но он такой приятный. Моточек 100 грамм, здесь 210 метров, примерно ориентируйтесь на такую толщину. И у меня ушло где-то 40 грамм пряжи, то есть чуть меньше половины мотка. Поэтому если у вас где-то остались остатки, один моточек, половина или 50-граммовый моточек какой-нибудь красивой пряжи, то вы можете использовать для вязания повязки. А также вам потребуется резинка, обычная резинка эластичная для волос. Благодаря резинке повязка очень хорошо держится на голове и в то же время она не сдавливает и так равномерно растягивается. Узор тоже такой эластичный. Повязку можно связать на любой размер. Я вяжу на 56 размер, поэтому вы можете также использовать вот мерную ленту, чтобы связать точно по обхвату головы повязку. Крючок у меня номер 4,5. Итак, приступаем к вязанию. Начинаем вязать повязку от резинки. Резиночка у нас будет находиться под волосами, в затылочной части головы, поэтому ее, вот это место повязки, не будет видно. Вначале делаю на крючок начальную петлю. И обвязываю резинку, ввожу в центр резинки крючок, захватываю нить и провязываю столбик без накида. Далее мы поворачиваем вот кончик нити, располагая по резинке, и будем его тоже обвязывать, а в конце обрежем. И еще необходимо провязать по резинке 6 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. И поворачиваем работу и начинаем вывязывать пышный узор. Для этого вначале захватываем рабочую петельку, провязываем через петельку с крючка и вытягиваем сразу длинную петлю примерно на высоту 1,5-2 сантиметра. Даже где-то 1,5 сантиметра слишком длинную петлю не нужно вытягивать. Делаем на крючок накид, вводим крючок вот в первую полупетельку и вытягиваем вторую длинную петлю на ту же высоту. И так на крючок необходимо вытянуть 3 длинные петли. Вот я вот эту вот начальную не считаем, это первая. Сделали накид, вводим вновь в петлю крючок, вытягиваем вторую длинную петлю, делаем накид и вытягиваем третью длинную петлю. Вот получился такой пучок вытянутых петель на крючке. Далее из каждой вот петельки по обвязке резинки необходимо вытянуть также по 3 петли через накид. То есть вначале мы делаем накид, вводим крючок в петлю и вытягиваем длинную петлю на ту же высоту. Далее вторая вытянутая петля через накид и третья. И из следующей петли первая вытянутая петля, вторая и третья.
Вот у нас уже получилось 3 пучка вот таких вот вытянутых петель. Конечно, на крючке они смотрятся как единая вот такая, единый сноп петель. И еще так 3 3 раза 3 пучка нужно вытянуть по 3 петли. 2 и 3. Из раз, 2 и 3. И из последней петли 1, 2 и 3. Вот столько вытянутых, такой большой пучок получился. И теперь начинаем провязывать вытянутые петли. Будем провязывать по одному пучку. Вот смотрите, они в принципе, их можно так немножко раздвинуть и разделить. Вот мы видим, что вот вытянутые петли одного пучка. 1, 2, 3 и накиды. И вначале провязываем первый пучок вытянутых петель и вновь сверху захватываем рабочую нить. Вяжем очень свободно, то есть не затягиваем петли. Далее второй пучок петель. Вот смотрите, он легко разделяется. Можно посмотреть, что мы точно провязали все вытянутые петли этого пучка. Третий пучок петель. Такой пышный столбик получается. 4, 5 и 6. И на этом начальный ряд узора с пышными столбиками завершен. Я советую отмотать нить от клубка побольше, чтобы у вас свободно шло вязание и вы не затягивали петли. Начинаем вязать второй ряд. Провязываем вот начальную петлю и вытягиваем первую длинную петлю на высоту, на которую мы дальше будем вытягивать петли. Как я и сказала, примерно 1,5 сантиметра. Далее делаем накид. И теперь мы вводим крючок вот между первым и вторым пучком. И вытягиваем также по 3 петли через накид. Вторая вытянутая петля, третья. По сути, мы вытянули первый пучок. Второй пучок мы вытягиваем из этой же точки. То есть, по сути, у нас будет из одного места вытянуто 6 длинных петель. И вот 6-я вытянутая петля. Далее делаю накид. И теперь смотрите, через первый, не после первого, после второго пучка или пышного столбика вводим крючок и вытягиваем первую длинную петлю. И так из этой точки 6 вытянутых петель. 2, 3, 4, 5 и 6. Вновь делаем накид. И теперь вновь пропускаем 2 пышных столбика. И вот между двумя пышными столбиками вводим крючок, вытягиваем первую длинную петлю. И всего тоже 6 вытянутых петель должно быть. 3, 4, 5, 6. Все мы петли вытянули. И далее начинаем их провязывать. Захватываем рабочую нить и провязываем по 3 вытянутых петли с накидами. То есть всего по 6 как бы петелек. И смотрите, здесь можем, так как из одного места мы вытягивали 6 петель, по половине пучка, ну вот я вижу 1, 2, 3 вытянутые петли и накид. Вот идет половину пучка провязали и вторую половину, то есть второй пышный столбик. И далее также 3 вытянутые петли. И вот дальше идет накид. Тоже его нужно захватить. И вторая половина пучка. И тут тоже 3 вытянутых петли.
половина пучка и последнее провязывание пышного столбика. И мы закончили второй пышный ряд. Начинаю третий ряд, начальную петлю провязываю, вытягиваю длинную петлю, на которой буду вытягивать пышные столбики. И здесь я уже вижу вот разделение. Между первым и вторым пышным столбиком ввожу крючок. И из этой точки вытягиваю 6 длинных петель через накид. Шестая петля вытянута, делаю накид. Теперь вот смотрите, из второй группы двух пышных столбика, то есть пропускаем 2 пышных столбика, по центру вводим и вытягиваем также 6 длинных петель. Шестая петля вытянута. И последняя группа столбиков, вот 2 пышных столбика пропускаем, здесь между двумя пышными столбиками вводим крючок и также 6 вытянутых петель должно получиться. 4, 5, 6. Теперь начинаем провязывать вытянутые петли также вот по половине из 6 вытянутых петель. Я смотрю, вот 3 вытянутые петли и накид. Вот половина пучка и вторая половина пучка. Смотрите, нить я не затягиваю. Вот чтобы свободно вязать, нужно, чтобы нить от клубка была вытянута. Итак, далее провязываю половина пучка, это уже нить от второй половины, и вторая половина, второй пышный столбик. Здесь одна половина и вторая половина. И вот уже третий ряд пышных столбиков завершен. Начинаю вязать 4-й ряд. И здесь я уже буду вязать в своем темпе. И вы видите, как быстро идет работа. То есть узор вяжется очень просто и очень быстро. И теперь провязываю по половине, по 3 вытянутые петли с накидами. И благодаря такому разделению узор из пышных столбиков складывается вот такие колоски пышные. И таким образом продолжаю вязать до нужной длины повязки, но длину мы будем измерять, включая и длину резинки, то есть все равно здесь резинка примерно 5 сантиметров, а еще она немножко растягивается, плюс и немножко нужно растягивать узор при измерении. Вот сейчас у меня повязка провязана примерно, уже смотрим, на 14 сантиметров. Я буду вязать вот так вот, немножко растягивая до длины 56 сантиметров. Итак, друзья, я практически закончила вязание повязки. Вот связала такой пышный узор. И смотрите, как я измеряю. Вот мерной лентой от начала резинки, слегка растягивая узор, но не сильно, он сильно тянется. Вот, и смотрите, чтобы у вас было растяжение на нужную длину. Вот у меня 56 сантиметров. И теперь я завершаю вязание. Завершаем вязание повязки
закрепляя ее уже на резинке. И вот для этого вот последний пышный столбик мы вот так провязываем. Далее мы вводим крючок вот за полупетельку над вершиной столбика в кольцо и провязываем столбик без накида. В следующую полупетельку над следующим пышным столбиком в кольцо и провязываем столбик без накида. И так провязываем из каждой вершины пышного столбика и из резинки столбик без накида. Всего 6 столбиков. Теперь обрезаем нить. И чтобы замаскировать кончик нити, вот закрепим последнюю петельку. И сквозь вот петельки по резинке мы протягиваем кончик нити. Вот протянув, и здесь можно обрезать вот эти кончики нити. Здесь и в начале, и все. На этом вязание повязки завершено. Вот я за утро успела связать 2 пышные повязочки, и вот такой красивый узор получается. Они очень удобные, красиво смотрятся на голове. На весну, я думаю, идеально подойдут, будут защищать ушки от холода, от ветра, вас и ваших деток. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта модель. Я надеюсь, было все понятно. Подписывайтесь на канал, будем вместе вязать еще много простых и красивых вещей. Спасибо за внимание.